От пациентки. Мучаюсь 2 года с болью в челюсти справа. Мне удаляли нервы в 6 и 7 зубах внизу справа. Во время лечения была дикая боль. Я ночи не спала, а стоматолог делал рентген и не понимал, в чем проблема. КТ тоже ничего не показало, тогда зубы пролечены хорошо, и что дает такие боли, непонятно. Я сделала новое КТ, врачи смотрели его, но ничего особенного не увидели, ни дополнительного канала в шестерке снизу, ни того, что может давать такие боли во всей челюсти. Особенно сильные мучения у меня начинаются перед месячными, когда отекают слизистые, челюсть болит так, что готова лезть на стену. Врачи не понимают, что со мной. Я прикрепляю КТ, очень надеюсь, что поможете разобраться. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова Министерство здравоохранения Российской Федерации. Компьютерная томография верхней и нижней челюстей. Пациентка 1978 года рождения. Дата исследования – 12 августа 2020 года. На серии КТ изображений в 3 проекциях визуализируются структуры челюстно-лицевой области. Верхняя челюсть. Справа, пневматизация верхнечелюстной пазухи сохранена. Слизистая не утолщена. Дефектов нижней стенки ВИЧ не определяется. Альвеолярные бухты выражены значительно. Корни 16 и 17 зубов проникают под слизистую ВИЧ. Слева, 24-й зуб, признаки эндодонтического лечения. Второго канала до верхушки заполнены пломбировочным материалом. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. 25-й зуб, признаки пломбировки кариозной полости по передней контактной поверхности без проникновения в пульпу. Каналы интактны. Нижняя стенка ВИЧ без дефектов. Слизистая не утолщена. Нижняя челюсть. Справа. 45-й зуб. Признаки пломбировки кариозной полости по задней контактной поверхности без проникновения в пульпу. Каналы интактны. Слева. 34-й, 35-й зубы. Признаки пломбировки кариозной полости по задней контактной поверхности без проникновения в пульпу. Каналы интактны. Заключение. Состояние после эндодонтического лечения 24, 26, 28, 46, 47 зубов. Признаки неполной пломбировки корневых каналов 26 зуба. Признаки периапикальной гранулемы 46 зуба. Врач-рентгенолог Кайзеров Евгений Владимирович. Вопрос пациентки. Есть еще вопрос насчет 6-го зуба справа внизу, с гранулемой. Посмотрите, нет ли там перелома корня, и вообще осталось ли воспаление в зоне бифуркации после перелечивания. Ответ Кайзерова Е.В. Сейчас воспаление в виде гранулемы вижу на корне 46-го. Гранулема небольшая. Признаков перелома не видно.